Наше рациональное мышление в одиночку не способно справиться с ответом на вопрос о смысле нашего существования. Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. Безграничность возможностей человека вдохновляет. Глазами мы видим космос, а сердцем способны воспринимать бесконечность Вселенной. Наша сила как человеческих существ необъятна, как и тайна мира, которую мы собой олицетворяем. Но способны ли мы приблизиться к разгадке этой тайны? Определенно да. Как именно? С помощью накопления осознания. Что это и почему это жизненно необходимо для каждого человека? Ответы на эти вопросы способна дать философия нагвализма, о которой писал один из самых загадочных и мистических авторов 20 века – Карлос Кастанеда. Нагвализм – это учение индейского народа тольтеков, живших на территории Древней Мексики. Ключевым моментом учения тольтеков является энергетический факт трех вниманий человека. Согласно Кастанеде, три внимания – это тайна человеческого осознания, которая раскрывает истинный смысл человеческой жизни. Через глубину понимания трех вниманий и возвышенность учения нагвализма, а также через исследование его связи с другими философиями, такими как философия рыцарей Ордена Розы и Креста и теософии, у нас есть шанс приблизиться к постижению внутренней человеческой сути. Сперва мы кратко, но емко ознакомимся с основными понятиями нагвализма, о которых упоминал Карлос Кастанеда. Затем, через ясную и понятную взаимосвязь описанных категорий, остановимся на энергетической и мистической сути трех вниманий человека. Давайте же, друзья, скорее приблизимся к осознанию величия древнего знания, следы которого оставил нам в наследство Карлос Кастанеда. Нагвализм учит, что человек – это магическое существо, и его внимание разделено на три части. Одна часть отвечает за взаимосвязь человека с миром на уровне рассудочной деятельности и называется первым вниманием или тоналем. Другая часть представляет магическую и скрытую сторону человеческого сознания. Она называется вторым вниманием или нагвалем. И, наконец, третий элемент человеческого внимания является высшим состоянием его сознания. Именно он приводит к наивысшей чувствительности и сосредоточенности на целостности окружающего мира до такой степени, что грань между человеком и миром растворяется. В своих книгах Кастанеда пишет, что в этот момент человека охватывает огонь изнутри, что составляет суть третьего внимания. Карлос Кастанеда в своих трудах оставляет свидетельство того, что энергетические факты, которые составляют сердце учения нагвализма, сформулированы и восприняты мистиками, которые дожили до времен конкисты в Мексике. Их Кастанеда называет древними видящими. Другие мистики, кто впоследствии истребления древних видящих конкистадорами восстанавливал утраченное учение, названы им новыми видящими. По словам учителя Карлоса Кастанеды, индейца из племени Яки Дона Хуана, ключевое отличие древних видящих от новых заключается в том, что новые видящие стремились подходить системно к знаниям, выстраивая иерархию понятий и фактов в строгой и ясной последовательности. В отличие от них, древние видящие предпочитали просто пользоваться знаниями, не уделяя должного внимания их объяснению. Именно факт стремления упорядочить знания и выстроить терминологическую базу, которая бы ясно описывала и объясняла это знание, а также системный и исследовательский подход к его получению, по словам Дона Хуана, является одним из ключевых в отделении способа познания древних видящих от методик, освоенных новыми видящими. Орел и эманации орла. Знание тольтеков говорит, что в основе всего лежит первородная сила, которая была названа древними видящими орлом. Такое название было выбрано ими в результате того, что сила, создавшая мир, воспринималась магами древности в форме орла ввиду ограниченности их системы описания мира. Вслед за этим маги древности увидели, что весь мир пронизан тонкими энергетическими нитями, которые новые видящие назвали эманациями. Согласно восприятию поколения новых магов, орел – это источник энергетических нитей. Карлос Кастанеда писал, что человек энергетически представляет из себя светящийся кокон, внутри и снаружи которого находится бесконечное множество эманаций. Те из них, что заключены внутри светящегося кокона человека, были названы новыми видящими внутренними или малыми эманациями. Энергетические нити, находящиеся вне человеческого кокона, являются внешними или большими эманациями. Восприятие. Нагвализм учит, что малые эманации полностью отражают большие и являются их полным соответствием. Другими словами, энергетическое устройство человека заключает в себе свойства внешнего мира и во всех отношениях является отражением структуры мироздания.
При этом Кастанеда пишет, что малые эманации каждый миг приходят в соответствие с большими эманациями, находящимися вне кокона человека. Такая настройка эманаций является командой Орла. Избежать этого процесса человек не в состоянии. Сила, которая настраивает эманации внутри кокона с внешними эманациями вне кокона, называется восприятием. Дон Хуан говорил Кастанеде, что восприятием обладает любой человек с момента своего рождения. Это означает, что согласно философии нагвализма, каждый из нас с первого дня своей жизни находится в тесном взаимодействии с окружающим миром как на физическом, так и на энергетическом уровне. Человеческая область восприятия. Кастанеда пишет, что множество внутренних эманаций, задействуемых человеческим восприятием в обычной жизни, называется областью известного или областью тоналя. Именно благодаря этому множеству человек выстраивает мир повседневности, с которым привык взаимодействовать. Помимо области известного, человеку доступно другое множество эманаций, которые им не задействуются в обычном состоянии сознания. Эта область называется неизвестным или областью Нагваля. Именно неизвестное вкупе с известным представляет все возможности человека как энергетического существа. Область эманаций известного и неизвестного составляет человеческую область восприятия. Так как малые энергетические нити внутри человеческого кокона отражают все множество больших энергетических нитей, находящихся за его пределами, то помимо человеческой области восприятия, существует множество эманаций внутри кокона, соответствующее всему многообразию Вселенной, отраженному в человеческом естестве. Эта область называется непознаваемым. Свечение осознания. В своих книгах Кастанеда описывает процесс взаимодействия внешних эманаций с внутренними, который всегда сопровождается свечением эманаций как внутри кокона, так и снаружи. Как только человеческое восприятие установило соответствие между малыми и большими эманациями, они начинают светиться, и человек начинает осознавать. Нагвализм учит, что видящий воспринимает процесс осознания в энергетической структуре человека в качестве яркого свечения энергетических нитей. При этом Кастанеда описывает высокую или низкую осознанность человека как результат большего или меньшего давления больших эманаций на малые. Другими словами, осознанность человека, согласно видящим нагвализма, определяется тем, насколько тесно и осознанно его восприятие взаимодействует с энергетическими категориями, составляющими окружающий мир. Красота и грациозность учения тольтеков, описанного Карлосом Кастанедой, помимо прочего, заключается в том, что категории и факты, которыми нагвализм описывает человека и окружающий его мир, находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Вытекая подобно ручьям из живительных источников древней мудрости, они сливаются в единую бездонную реку познания, текущую в саму бесконечность. Точка сборки. Видящие воспринимают человека как энергетический кокон, содержащий в себе малые эманации Орла и способные приходить в соответствие с большими эманациями, благодаря человеческому восприятию. Кастанеда пишет, что при этом на человеческом коконе всегда есть небольшая область повышенного свечения, похожая на точку. Эта сконцентрированная область свечения как бы скользит по кокону, подсвечивая те или иные эманации. Видящий называет это энергетическое образование точкой сборки. Именно положение точки сборки на коконе определяет, какие малые эманации внутри кокона будут приведены в соответствие с внешними эманациями Орла. Поэтому, когда положение точки сборки меняется на коконе, меняется и восприятие человеком окружающего мира. Друзья, если вы хотите, чтобы мы глубже разобрали тему точки сборки, напишите нам об этом в комментариях. Опыт и внимание. Философия нагвализма определяет внимание как критически яркое свечение эманаций внутри энергетического кокона человека, вызванное вследствие постоянного их задействования человеком в результате накопленного опыта. По-другому говоря, чем больше человек задействует какую-то часть своего осознания, тем привычнее эта часть ему кажется, и на ней концентрируется его восприятие, что в сути и составляет определение внимания. Те эманации, что задействуются человеком чаще, светятся ярче всего. Именно поэтому говорят, куда направляется внимание, туда течет и энергия. Ясное понимание рассмотренных терминов подводит нас к определению и описанию трех вниманий человека. Первое внимание. Человеческая область восприятия, в которой находится мало эманаций, постоянно задействуемые человеком для восприятия мира повседневности, и представляет собой первое внимание человека или область известного. Видящие тольтеки называют это внимание тоналем или областью тоналя. Дон Хуан говорил, что тональ – это то, чем мы являемся в качестве обычных людей.
Он учил Кастанеду тому, что у каждого человека существует свой личный тональ. С другой же стороны, у всего человечества существует единый тональ, который описывает мир категориями, считающимися понятными и ясными для всех людей конкретной эпохи. Другими словами, тональ – это четкая последовательность реакций или программ в человеческом сознании, благодаря которым он реагирует на проявления окружающего мира и описывает их. Карл Густав Юнг, швейцарский психолог и психиатр конца XIX и середины XX века, педагог и основоположник аналитической психологии, описал коллективный тональ как коллективное бессознательное, в образах которого видел источник общечеловеческой символики. Согласно Карлу Юнгу, именно коллективное бессознательное определяет поведенческие схемы людей, что составляет суть их общего тоналя. Ключевым моментом тоналя является его способность строить инвентарный список. Благодаря инвентарному списку первое внимание упорядочивает всю поступающую от органов чувств человека информацию. С помощью инвентарного списка человек интерпретирует в знакомых категориях то, что чувствует при взаимодействии с миром. Так он выстраивает и описывает мир в привычной манере. Согласно учению тольтеков, трагедия тоналя является его склонность к диктатуре. Другими словами, выстроив раз в человеческом сознании инвентарный список, тональ пытается вписать в него все, с чем человек взаимодействует. Если это не удается, то тональ не замечает то, что не соответствует созданной картине мироописания. Именно так первое внимание поступает с другой частью человеческого сознания. Второе внимание. Вкупе с первым вниманием, второе внимание составляет двойственность человека. Кастанеда описывает второе внимание, или по-другому нагваль или область неизвестного, как множество эманаций, которые включено в человеческую область восприятия в энергетическом коконе человека, но не задействованное человеком на протяжении всей его жизни. Нагваль – это обширная и неизмеримая область человеческого сознания, которая включает в себя все человеческие способности как воспринимающего существа. Именно поэтому нагваль – это скрытая, но доступная человеку часть его сознания. Кастанеда пишет, что древние видящие разрабатывали практики, чтобы развивать второе внимание, зажигая по одной эманации, находящейся в области неизвестного. Это явилось результатом того, что они увязли в трясине второго внимания, созерцая свое мнимое величие, оторванное от действительности. Дон Хуан говорил, что апогеем и кульминацией ущербности мировоззрения древних видящих явилась их маниакальная тяга к вере в собственную неуязвимость. Блокированные подобным видением вещей, они были не способны ничего противопоставить реальной угрозе со стороны конкистадоров, пришедших захватить Мексику, кроме убежденности в собственное бессмертие и могущество. В противовес этому новые видящие увидели, что кроме области известного и неизвестного существует область непознаваемого. Вместо того, чтобы по одной зажигать эманации подобно древним видящим, они практиковали одновременное свечение всех малых эманаций, находящихся в человеческом коконе. Такое свечение они называли третьим вниманием или огнем изнутри. В своих книгах Кастанеда подчеркивает, что именно третье внимание открыло перед новыми видящими необъятные горизонты человеческого восприятия. Отталкиваясь от идеи об ошибочных выводах, к которым пришли древние видящие, новые видящие принялись структурировать все доступное знание, а также то знание, которое они накапливали с помощью видения. Видением они называли процесс выстраивания соответствия малых эманаций, находящихся в области нагваля, с большими эманациями вне энергетического кокона. Если восприятие – это равнозначный процесс, но со всеми доступными для человеческого осознания эманациями, то видение взаимодействует только с эманациями нагваля. Огонь изнутри – это раскрытое и развитое человеческое осознание, при котором все эманации в человеческом коконе озаряются свечением высокой интенсивности, благодаря которому грань между малыми и большими эманациями, называемая человеческим коконом, растворяется, и человеческое осознание сливается с силой орла, зовом бесконечности. Дон Хуан говорил, что высшее свершение человеческого существа – это достичь такого уровня осознания, сохранив свою жизненную силу и самоосознание, растворяющееся при приближении к смерти. Одной из ключевых идей философии нагвализма, о которой писал Карлос Кастанеда, является идея ослабления тирании тоналя и передачи управления сознанием нагвалю посредством упорядочивания тоналя. Именно так, согласно учению тольтеков, человек приобретает видение неизвестного и полностью раскрывает свой потенциал. Дон Хуан учил Кастанеду, что тональ человека состоит из двух частей. Первая часть олицетворяет действие и действование, человеческие инстинктивные порывы без осмысления и обдумывания.
это беспорядочная сторона тоналя. В отличие от нее, вторая часть олицетворяет решение и суждение, умение человека рационально воспринимать окружающее. Эта сторона представляет более сложный и более гибкий тональ. Первое внимание, которое сочетает в себе гармонию и равновесие двух сторон, Дон Хуан называл правильным тоналем. Правильный тональ поддается реорганизации и способен при его упорядочивании передать бразды правления Нагвалю. Правильный тональ – это развитый интеллект, в котором инстинктивная человеческая часть подчинена высшей познавательной способности. Чтобы этого достигнуть, все участники магической группы Карлоса Кастанеды получали академическое образование. Именно развитый интеллект способен постоянно выводить восприятие человека за рамки описания мира, воспринимая новые идеи. Благодаря осмыслению новых идей в энергетическом коконе постоянно задействуются новые эманации, которые до этого момента не использовались человеком. Посредством восприятия новых идей каждый из нас исследует неизведанные области осознания. Именно так правильный тональ все больше соприкасается с глубиной и необъятностью Нагваля, приближая человека к огню изнутри. Из этого следует колоссальный вывод, что человек способен раскрывать свое осознание только благодаря тесному соприкосновению с окружающим миром. Исследуя и углубляясь в тайны мироздания, он зажигает в своем энергетическом коконе новые эманации, которые делают доступным для него осознание Нагваля. Кастанеда пишет, что правильный сильный тональ способен избавить человеческое сознание от своего диктата и постоянно перестраивать сформированный инвентарный список, развивая интеллект и эрудицию, а также перестраивая человеческое восприятие к осознанию новых идей. Чтобы более полно и глубоко проникнуть в тайну трех вниманий, о которых писал Карлос Кастанеда, обратимся к философии одного из самых загадочных и мистических рыцарских орденов позднего средневековья – Ордену рыцарей Розы и Креста. Розенкрейцеры – это теологическое и тайное мистическое общество, по легенде основанное в период позднего средневековья в Германии, мистиком и оккультистом христианом Розенкрейцем. Согласно философии розенкрейцеров, мир освещают три солнца. Физическое солнце, вид которого доступен всем людям, они называли солнцем Иеговы. Его тепло и лучи питают и дают жизнь всем существам на планете. Помимо этого, существует интеллектуальное солнце, называемое розенкрейцами Люцифером. Развитое интеллектуальное солнце становится душевным солнцем, которое называется Христосом. Согласно философским представлениям Ордена рыцарей Розы и Креста, эти солнца, хотя и озаряют собой человека, излучают не собственный свет, а отраженный свет от истинного духовного солнца, которое они назвали вулканом. Люцифер представляет собой интеллект, не озаренный духовным светом. Это первое внимание или тональ человека, который описывает и упорядочивает предметы окружающего мира, делая его осязаемым и понятным для человеческого сознания. Сам по себе тональ не способен ничего создать, он способен лишь упорядочивать и описывать имеющиеся данные. Розенкрейцеры говорили, что Люцифер – это ложный свет, который должен искупиться истинным светом души – Христосом. Христос – это раскрытое чувственное восприятие человека, его второе внимание или Нагваль. Люцифер и Христос составляют двойственность человека как познающего существа. Чувство и чувственное восприятие являются вторым инструментом познания мира, наравне с интеллектом. Развитое чувственное восприятие расширяет сознание человека, позволяя ему исследовать неосязаемую и тонкую природу вещей как внутри себя, так и снаружи. Развивая чувства, человек постепенно подводит себя к осознанию истинного духовного света, который излучает его духовное солнце. Благодаря чувствам к человеку приходит осознание единства с духом природы и мира, с единой силой мироздания. Так человек загоряется огнем изнутри, переходя в третье внимание. Философы утверждают, что развиваясь интеллектуально и постигая тайны мира, человек благодаря своему исследовательскому потенциалу раскрывает в себе понимание материальной жизни. Именно упорядоченная и укрепленная ясностью и пониманием материальная жизнь, с которой человек взаимодействует посредством интеллекта, по мнению мистиков, это основа для духовной жизни человека. Духовная же сторона человеческой жизни открывает для сознания человеку вторую, большую и скрытую часть мира, с которой он взаимодействует благодаря своим раскрытым чувствам и развитому чувственному восприятию. Так, в стремлении к единению с тайнами мира, человек обретает целостность себя. Но как понять, что чувства раскрываются, а их задействование не является наваждением или галлюцинацией? Раскрытые чувства освобождают человека от иллюзий.
Иллюзия – это игра тоналя, его программа для манипуляций и закрепощения человека в первом внимании. Благодаря преодолению иллюзий человек задействует второе внимание, углубляясь в понимание возникающих чувств. Величайшая иллюзия, с которой человек сталкивается в первом внимании, это иллюзия разобщенности. Не видя единую суть жизни в остальных людях, человек обосабливается от общего человеческого сознания, частью которой он является по факту рождения в человеческом теле, и замыкается в своем первом внимании, всецело подчиняясь его манипуляциям. Так человек блокирует в себе раскрытие второго внимания, и круг замыкается. Преодоление иллюзий – естественное условие раскрытия Нагваля. Мудрыми мира сего каждому из нас оставлен единственный действенный инструмент для развития второго внимания. Этим инструментом является искренний и созидательный труд. Стремление к созиданию – это основополагающий импульс разумного человека, осознающего свою прямую причастность к судьбе и эволюции всей человеческой семьи. Благодаря бескорыстному и созидательному труду каждый из нас развивает в себе творческое начало, что задействует в сознании новые эманации второго внимания. Через творчество мы обучаемся видеть мир ясно и без иллюзий. Творчество – это основа искреннего труда. Именно благодаря искреннему труду и дальнейшему раскрытию чувств человек обретает свою индивидуальность посредством Нагваля и отходит от иллюзорного единообразия, навязанного тоналем. Посредством созидательного и бескорыстного труда человек учится видеть силу, которая приводит его к принятию ответственности за собственную жизнь и осознанному долгу трудиться на благо всего человечества. Так тональ подчиняется Нагвалю. Чтобы посмотреть на вопрос трех вниманий с еще одной великолепной стороны, обратимся к теософии. Теософия – это философское и мистическое учение, которое было популяризировано образованнейшей женщиной своей эпохи, мистиком и оккультистом Еленой Петровной Блаватской в конце 19 века. Согласно теософии, материей управляют три категории – вера, идея и сила. Вера – тончайшая категория, которая соотносится с человеческим духом. Идея – это категория, воспринимаемая интеллектом. Сила – это область физического тела. Чувственное восприятие человека, его душевное солнце, Христос или Нагваль, посредством веры соприкасается с миром духа и воспринимает тонкую и неосязаемую категорию – идею. Реагируя на идею, второе внимание передает ее образ развитому интеллекту человека, правильному сильному тоналю или первому вниманию. Благодаря интеллектуальному солнцу, Люциферу, человек облекает неосязаемую идею в осязаемые формы, описывая ее известными интеллектуальными понятиями и концепциями. Задействуя силу, человек воплощает идею в материальном мире. Так происходит таинство материализации веяний человеческого духа в мире форм. Благодаря раскрытым чувствам и развитому интеллекту человек способен материализовывать неосязаемые формы. Именно этот факт составляет суть магической природы человека. Дон Хуан говорил, что дух человека взаимодействует с ним при помощи знаков. Нагваль их замечает, а тональ интерпретирует. Мистики утверждают, что при соприкосновении человеческих чувств со сферой духа случается озарение. Озарение – это признак искреннего созидательного труда на благо всего человечества. Озарение – это вспышки эманаций Нагваля в человеческом коконе под давлением больших эманаций. Это уловленный и расшифрованный человеком зов бесконечности. Человек – дуальное магическое существо, которое может материализовывать эфемерные неосязаемые формы благодаря своим чувствам и интеллекту в материальном мире. С помощью новых идей и искреннему созидательному труду на благо всего человечества в человеческую жизнь проникают импульсы духа, аккуратно и ненасильственно меняя жизнь в соответствии с высшим тонким началом человека. Развитие второго внимания происходит только через тесное и осознанное взаимодействие с окружающим миром. Исследовательский потенциал раскрывает в человеке новые и неизведанные грани. Посредством упорядоченного сильного тоналя и раскрытым чувством он реализует полностью свой внутренний потенциал как познающего существа. Слово «счастье» состоит из двух слов «со» и «участие» и означает осознанное соучастие в истинном эволюционном росте всей человеческой семьи через развитие первого, раскрытие второго и обретение третьего внимания. Счастье – это соединение с тайной мироздания посредством огня изнутри. Счастье – это естественное стремление любого разумного человека к своему дому в вечности, который он однажды оставил.